Всем привет! В этом ролике я вам покажу несколько способов, как приготовить яйца в аэрогриле. Вкуснейший завтрак – запеченные яйца с беконом, простой рецепт яичницы, овсяный блин и расскажу, как просто приготовить вкусные яйца вкрутую в аэрогриле. Все рецепты до невозможности простые и вкусные. Начнем с первого. Яйца, запеченные с беконом. Нам понадобится несколько слайсов бекона и яйца. Количество берете такое, какое вам необходимо, или столько, сколько помещается в ваш аэрогриль. У меня в данном случае 3 силиконовые формочки для кексов. Я беру 3 слайса бекона и обматываю вот таким образом в кружочек, в розочку. Понятное дело, что бекон немного скрутится и видоизменит свою форму, но все равно пытаемся обернуть как бы по кругу. В аэрогриль я выкладываю силиконовый коврик, чтобы формочки не катались по аэрогрилю, но это не обязательно. Ставлю запекаться бекон на режиме бекон, у меня это 200 градусов 10 минут, я немного уменьшаю время, ставлю примерно 5-8 минут. Смотрите по состоянию бекона, если вам нравится он более зажаристый, то берите больше времени. Далее беру яйца и аккуратно в каждую формочку разбиваю яйцо, так чтобы желток не поломался, так будет гораздо красивее. Ставим в аэрогриль, я не меняю режим, все тот же режим бекон, просто уменьшаю температуру, ставлю 160 градусов, примерно 6-8 минут. Зависит от того, какой желток вы любите, более готовый или более жидкий, кремовый. Можно поставить, например, на 6 минут, и если вы видите, что желток недостаточно готов, просто оставьте яйца в закрытом аэрогриле пару минут. Я вас уверяю, они дойдут и будут очень вкусной консистенции. В аэрогриле есть такая особенность, что шапочка вверх яйца может запекаться и образовать такую пленочку. Кого-то это смущает, меня этот факт вообще не расстраивает. Мне нравится, что готовится все быстро, просто не брызгает масло, как это было бы в сковороде. Вот такой завтрак в последнее время стал нашим любимым. Очень понравился мужу и мне. И такой завтрак отлично подавать с тостом или же с салатом. У меня руккола с помидорками. Бекон, запеченный с яйцом. Белок полностью готов и желток кремовый. Получается очень вкусно. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт – овсяный блин. Кто-то у меня его просил, я сама, конечно, скептически относилась, но получилось очень просто и вкусно. Использую такой вкладыш из пергаментной бумаги с маленькими бортиками. К нему все прилипает, на самом деле редко его использую, он идеально подходит для мяса, для картошки, то, что не будет прилипать, для выпечки как-то не очень. В данном случае я сбрызгиваю маслом, прохожу еще кисточкой, размазываю хорошо, и мы выливаем нашу смесь для овсяного блина. Нам понадобится 2 столовые ложки овсянки быстрого приготовления, 30 мл молока, 1 яйцо, масло в спрее, чтобы распределить его по пергаментной бумаге, и соль по вкусу. У меня форма получилась не очень красивая. Если хотите сделать блин побольше, более красивой формы, то умножаете все ингредиенты на 2, но тогда и время приготовления может измениться. Овсяный блин выпекаю при 160 градусах 5 минут. Можно добавить еще 2 минуты, если хотите более запеченный, такой загорелый верх. Смазываю овсяный блин творожным сыром, добавляю зелень, у меня руккола, помидорки черри, и у меня был на этот раз спелый авокадо. Он получается очень мягкий, нежный, не сухой, не пережаренный, с минимальным количеством масла, его, можно сказать, практически там и нету. Начинка может быть любой, его можно приготовить сладким, например, добавить арахисовую пасту или какой-нибудь нутеллу, если хотите, с бананом, будет очень вкусно. Всем приятного аппетита!
Третий рецепт до невозможности прост. Конечно, его можно приготовить на сковороде, но здесь используется гораздо меньше масла. Берем такую силиконовую формочку, я заказывала ее на Алиэкспресс, ссылочка в описании. Она подходит для панкейков, для оладий и также для яиц. Очень хорошо разбивать туда яйца, потому что они никуда не растекаются. Идеальная форма и размер для того, чтобы приготовить порционную яичницу. Сначала разбрызгиваем немножко масла в спрее и смазываем кисточкой, на всякий случай, чтобы у вас яичница не пригорела. Ставим в аэрогриль на 160 градусов примерно 6-8 минут. Пока яичница готовится, приготовлю легкий салатик. Из того, что есть в холодильнике, у меня была руккола, огурчик, помидорки черри, немного петрушки и был зеленый, твердый, просто дубовый авокадо. Я недавно увидела такой лайфхак, хочу с вами его опробовать. Если у вас твердый авокадо, залить его нужно кипятком на несколько минут, и потом каким-то чудесным образом становится мягким. Ну что ж, попробуем провести такой эксперимент в данном видео. Заходите в описание, смотрите там подробно все рецепты и температуры, также режимы я указала для вас и все ссылки форм, если вам интересно, какие я приобретала для своего аэрогриля. Приготовлю свой любимый кофе на завтрак. Проверяем авокадо. Цвет он изменил, стал более темным, немного стал мягче на первый взгляд. Разрезаем и смотрим, что внутри. Мякоть после кожуры немного мягкая, внутри же он твердый. Такой авокадо, конечно же, не совсем готов к применению. Вот так выглядит яичница. Очень просто и вкусно приготовить на завтрак. Можно поставить в аэрогриль и пойти чистить зубы. Я обычно так и делаю. Мне нравится, что она получается аккуратная, в круглой форме. И все у вас чистое, потом вы просто моете вот эту силиконовую форму. Я планирую вскоре отойти от силикона и попробовать заказать такие металлические формы. Если найду, оставлю вам после ссылочку. И закажу сама формы порционные яичницы металлические. Яичницу солим, перчим. Она у меня слишком переготовлена. Я ставила 8 минут и покажу вам яичницу, которая была у задней стенки. Я заметила такую особенность в своем аэрогриле. То, что находится ближе к дальней стенке, пропекается хуже. Так вот, вы можете оценить, что, например, две передние яичницы, которые готовились 8 минут, желток прямо очень готовый, совсем не кремовый. Но дальняя яичница, которая была у дальней стенки, у нее получилась идеальная консистенция, как по мне. Я не люблю, когда желток прям расплывается в яичнице. Всем приятного аппетита! Обязательно попробуйте такой простой рецепт. Напомню напоследок, что очень просто можно приготовить вареные яйца в аэрогриле. Я оставлю обычное сырое яйцо, в форму подойдет какая-нибудь решетка, чтобы они были на возвышении и не катались. У меня вот такая силиконовая форма в виде мишки, можно использовать просто силиконовый коврик. Ставим на 150 градусов примерно 13-15 минут. Яйца получатся вкрутую, с таким идеальным желтым желтком, он не будет серый, не будет переваренный. Сразу яйца выкладываю в ледяную холодную воду, чтобы их остудить и остановить процесс приготовления. Я смазываю ржаной хлеб творожным сыром, кладу ветчину, какую-нибудь зелень и яйца. Соль, перец, получается очень вкусно и просто. Не нужно следить за тем, когда яйца кипят. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным, интересным. Ну а я с вами прощаюсь, увижусь в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!